Ормузский пролив открыт, санкции пока что еще не сняли, а соблюдение безопасности американских политиков снова вызывает много вопросов. Продуктивные 36 часов, так Джей Ди Венс характеризует переговоры в Швейцарии. Но главное, говорит, не доверять словам, а проверять действия. Дональд Трамп не хочет стать новым Гербертом Гувером. Говорит, американские фермеры очень довольны результатами переговоров американской стороны с Ираном, а Израиль очень хочет сделку с Ливаном, но без Хезболлы. Германия и Литва готовятся к уменьшению присутствия американских сил в регионе. Кароля Навроцкого не позвали на конференцию по восстановлению Украины. А венгерский премьер Мадьяр намекнул президенту: пора паковать чемоданы. А в Албании продолжается революция фламинго. Граждане снесли стройплощадку Иванки Трамп и Джареда Кушнера. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Иран заявляют о прогрессе после нового раунда переговоров в Швейцарии. Встреча прошла на курорте Бюргеншток при участии вице-президента США Джей Ди Венса и главного переговорщика Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Посредниками выступили Катар и Пакистан. По итогам переговоров стороны договорились о дорожной карте для достижения долгосрочного соглашения в течение 60 дней. Политическая часть консультаций завершена. Дальнейшее обсуждение деталей продолжится на техническом уровне. Одним из главных вопросов стал Ормузский пролив, ключевой маршрут для мировых поставок нефти. Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что после войны управление проливом уже не вернется к прежнему формату, но подчеркнул, что Тегеран намерен действовать в рамках международного права. Что касается статьи 10, которая охватывает продажу нашей сырой нефти, экспорт нефтехимической продукции и ее производных, еще более важными были финансовые вопросы, включая банковскую сферу, страхование и транспортировку. Посмотрите, поскольку окончательное соглашение еще не достигнуто, я хотел бы, чтобы наш дорогой народ обратил внимание. Санкции все еще действуют. Поэтому нам необходимо получить исключение, чтобы мы могли продавать нашу нефть и осуществлять банковскую деятельность. Эти ограничения должны быть временно сняты до тех пор, пока мы не сможем добиться полного снятия санкций. Эти исключения теперь получены, соответствующие соглашения подписаны. С Божьей помощью они будут опубликованы на сайте ОФАК и реализованы. Это стало одним из ключевых достижений этой поездки. После переговоров иранская делегация отправилась в Оман. В Маскате глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди провел встречу с Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Оман заявил о приверженности свободному и безопасному проходу через Ормузский пролив без дополнительных сборов. Отдельно стороны обсуждают ситуацию в Ливане и механизм предотвращения новых столкновений между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой. Тегеран заявил, что будет добиваться гарантии территориальной целостности и суверенитета Ливана. После завершения переговоров премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф покинул Швейцарию. Катар и другие посредники готовят публикацию дополнительных деталей достигнутых договоренностей. Тем временем в США возникла дискуссия вокруг опубликованной фотографии с переговоров, где рядом с премьер-министром Катара Венсом и Джаредом Кушнером был виден служебный ноутбук американского правительства. Критики заявили о возможных нарушениях правил информационной безопасности. Покидая Швейцарию и отправляясь в США, вице-президент Джей Ди Венс заявил, что переговоры с Ираном за последние 36 часов были продуктивными. По его словам, сторонам удалось согласовать механизмы обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, поддержание режима прекращения огня в регионе и продолжение технических консультаций. Рад вас видеть. Я очень доволен прогрессом, которого нам удалось добиться за последние пару дней. Мы с нетерпением ждем возвращения домой. День был очень долгим, и для журналистов тоже, поэтому спасибо вам. Главное, чего мы добились. Во-первых, создали механизм, который должен гарантировать, что Ормузский пролив не только останется открытым, но и будет оставаться открытым в дальнейшем. По нашим оценкам, через него уже прошло около 15 миллионов баррелей нефти. Это одна из причин, почему цены на нефть сейчас низкие. Очевидно, это означает более дешевое топливо, и цены на бензин будут продолжать снижаться. Во-вторых, мы создали механизм для поддержания регионального режима прекращения огня и урегулирования неизбежных конфликтов, которые могут возникать. Мы очень довольны этим результатом. Мы работаем с нашими союзниками от Израиля до арабских стран Персидского залива, чтобы обеспечить устойчивость этих договоренностей. Иран впервые за долгое время допускает в страну инспекторов по вооружениям и ядерных инспекторов. Мы, разумеется, будем усиливать этот режим инспекций, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие. Наконец, мы продолжаем продвигаться в технических переговорах. Значительная часть нашей команды осталась на месте, как и часть иранской делегации, чтобы продолжить работу. В целом, это были очень продуктивные 36 часов. Но предстоит еще много работы. Как я говорил сегодня утром, мы закладываем фундамент того, что может стать по-настоящему преобразованным Ближним Востоком.
Однако дом еще не построен. Нам предстоит продолжать строительство, и именно этим мы займемся. Ранее вы говорили, что осторожно относитесь к этим переговорам и не всегда считаете участников добросовестными. Изменилось ли что-то за последние 36 часов? Нет. Я лишь хочу сказать, что независимо от того, действует кто-то добросовестно или нет, нельзя доверять только словам. Нужно смотреть на поступки. Допуск инспекторов — это серьезный шаг. Но мы еще увидим, что именно Иран позволит этим инспекторам делать после их прибытия в страну. Это останется важной частью переговоров. Дело не в том, доверяю я кому-то или нет. Я доверяю действиям. Президент поручил нам проверять то, что они делают, и меньше концентрироваться на том, что они говорят. Обсуждалась ли возможность закупки американской сои? И согласился ли Иран на это? Да, этот вопрос поднимался вчера. Мы попросили Катар помочь создать механизм, который позволит гарантировать, что средства будут использоваться именно по назначению. Катар согласился. У нас хорошие отношения с ними и надежная система контроля. Однако даже несмотря на то, что это принесет пользу американским фермерам и, очевидно, жителям Ирана, а мы хотим добиться и того, и другого, эти средства не будут разморожены до тех пор, пока мы не увидим дальнейший прогресс. Это останется важной частью переговоров в ближайшие дни. Они могут быть непростыми переговорщиками, но мы считаем, что движемся вперед. Спасибо всем. Всего доброго. Дональд Трамп в очередной раз рассказал о преимуществах проведенной военной операции в Иране и сравнил результаты с венесуэльской операцией. Говорит, результаты очень схожи. Вчера через пролив прошло больше нефти, чем когда-либо прежде в истории. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящий нефтяной поток. Пролив полностью открыт, вы это знаете. Мы продолжаем переговоры и посмотрим, к чему они приведут. Но сейчас у нас есть две вещи. Открытый пролив и страна, которая никогда не получит ядерное оружие. У нас действительно прекрасные отношения с этой страной. Мы получаем огромные объемы нефти. Во много раз больше, чем стоила та война. Нефть отправляется в Хьюстон, Луизиану и многие другие места. И венесуэльцы тоже живут лучше. Венесуэла сегодня чувствует себя, возможно, лучше, чем когда-либо раньше. Это действительно удивительная история успеха. Где вы еще слышали, чтобы страна окупила военные расходы в 42 раза? Такого никто не делает. И я думаю, что ситуация с Ираном, пусть и в другом масштабе, тоже развивается очень хорошо. Возможно, не настолько хорошо, но почти так же. Мы очень успешно продвигаемся в переговорах по справедливому и разумному соглашению. Еще один важный момент, который обсуждался прошлой ночью. Размороженные средства будут использованы для закупки продовольствия. И это продовольствие будет закупаться исключительно в Соединенных Штатах у наших фермеров. Кукуруза, соевые бобы и все остальное, что им необходимо, будет приобретаться у американских производителей. Поэтому наши фермеры очень довольны. Мне уже поступило много звонков. Они очень рады этому. Также Трамп подписал 2 указа, направленных на развитие квантовых технологий и усиление кибербезопасности страны. Документы предусматривают ускорение разработки квантовых компьютеров и переход государственных систем на новые стандарты защиты данных. Но мы уже близки к этому. Благодаря сегодняшнему указу и скоординированным усилиям мы получим квантовые компьютеры с коррекцией ошибок и реальной научной ценностью уже во время этой администрации. Последствия этого будут огромными. Между прочим, что касается Ормузского пролива, через него сейчас проходит очень много нефти. Верно. Да, через Ормузский пролив проходит большой объем нефти. Несмотря на попытки Ирана помешать этому, поставки нефти и природного газа уже вернулись к докризисным уровням. Более того, они могут превысить эти показатели и, вероятно, превысят их. Сегодня ситуация развивается очень хорошо благодаря действиям вооруженных сил США и министра обороны Пита Хексета. А 2 дня назад мы установили рекорд. Через пролив прошло больше ресурсов, чем когда-либо прежде. Это абсолютный рекорд. Вы знали моего дядю? Нет, лично не знал. Он работал в MIT. Говард, может быть, вы хотите что-нибудь сказать? Да. Подписывая эти документы, вы ускоряете развитие квантовых технологий и продолжаете двигать Америку вперед. Для меня большая честь отметить, что Джон Мартинес работал в Министерстве торговли еще во времена администрации Никсона и сейчас является лауреатом Нобелевской премии.
Это хороший пример того, какие специалисты работают в нашем ведомстве. Что будет с санкциями против иранского нефтяного сектора и ограничениями Министерства финансов США на экспорт иранской нефти? Нам еще предстоит окончательно определить их статус. Но если санкции будут сняты, деньги пойдут в эту страну. Однако все эти средства вернутся к нам в виде закупок продовольствия, которое им крайне необходимо. У них 91 миллион жителей, и они не могут обеспечить их едой. Поэтому деньги, которые будут высвобождены, в основном пойдут нашим фермерам. Можете ли вы гарантировать, что Иран не использует доходы от продажи нефти для восстановления своих вооруженных сил? Они не должны этого делать. Эти средства должны использоваться для закупки продовольствия для населения, потому что сейчас люди там очень голодны. И закупать они будут исключительно у нас. Кукурузу, сою и другую продукцию. Надеюсь, это будут большие объемы закупок. Господин президент, вы говорили, что война с Ираном может вызвать мировую депрессию. Готовы ли вы рискнуть экономической катастрофой и нанести удар по Ирану? Не тем способом, которым действуем мы. Мы не собираемся провоцировать депрессию. Но если Иран не выполнит условия соглашения? Ядерное оружие гораздо опаснее любой депрессии. Экономический кризис — это плохо, но появление ядерного оружия приведет к куда более серьезным последствиям. Тем не менее, сейчас все происходит наоборот. Экономика чувствует себя очень хорошо. Показатели впечатляющие. Объемы добычи нефти находятся на рекордных уровнях. Цены на нефть заметно снизились и практически вернулись к тем значениям, которые были до начала кризиса. Если Иран не выполнит условия меморандума, готовы ли вы по-прежнему действовать жестко? Я говорил, что это может привести к депрессии. Я не хочу стать новым Гербертом Гувером, президентом, при котором произошла Великая депрессия. Конечно, многое может случиться. Но я не думаю, что до этого дойдет. Но если Иран не будет соблюдать соглашение или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен буду сделать. Получается, это дает Ирану рычаг давления на вас. Какой еще рычаг? Их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы уничтожены. Их руководство ликвидировано. Экономика разрушена. А The New York Times пишет, что все якобы осталось примерно таким же, как 4 месяца назад. 4 месяца назад у них был военно-морской флот. 159 кораблей, если быть точным. Сейчас его нет. У них было около 250 самолетов. Их больше нет. Системы ПВО уничтожены. Радары уничтожены. Все уничтожено. Руководство уничтожено. И после этого The New York Times пишет, что ситуация почти не изменилась. Именно поэтому люди перестают доверять прессе. Когда такие издания пишут, что Иран находится в том же положении, что и 4 месяца назад, это не соответствует действительности. Тогда у них были сильные военно-морские и военно-воздушные силы. Сейчас большая часть их ракет уничтожена, большинство пусковых установок уничтожено. А примерно 87% производственных мощностей по выпуску дронов и ракет выведены из строя. А потом нам говорят, что у них все прекрасно. Нет. Первый уровень руководства уничтожен, второй уровень уничтожен, третий уровень тоже. Если бы вы слышали их разговоры, никто не хочет становиться президентом. И после этого мы должны читать, что у них все хорошо. Послушайте, пока нас уважают, я не хочу использовать слово «бояться», потому что это не совсем подходящее слово, но пока нас уважают, никаких проблем не будет. У нас был военно-морской флот, который обеспечивал блокаду. И, если честно, я считаю, что эта блокада оказалась более эффективной, чем бомбардировки. Ее называли «стальной стеной». Через нее никто не проходил. Ни одно судно не могло попасть в Иран без нашего разрешения. Если мы захотим, мы сможем восстановить такую систему очень быстро. Пит подтвердит, для этого достаточно одного телефонного звонка. Это можно было бы сделать еще до окончания этой встречи. Пока нас уважают, все будет хорошо. Иран нас уважает.
Не забывайте, за последние 47 лет были президенты, которые должны были решить эту проблему. Но никто этого не сделал. Обама фактически открыл Ирану путь к созданию ядерного оружия. Я же, наоборот, поставил перед ними стену. В рамках этого соглашения они никогда даже не будут думать о создании ядерного оружия. Израиль заявил о готовности к соглашению с Ливаном. В канцелярии премьер-министра сообщили, что при посредничестве США в Вашингтоне проходят прямые переговоры между представителями двух стран. По словам израильской стороны, основной целью консультаций является достижение долгосрочных договоренностей в сфере безопасности и вопрос разоружения группировки Хезболла. Израиль участвует в переговорах при посредничестве США. Они проходят в ближайшие несколько дней с Ливаном, напрямую с Ливаном. Цель этих переговоров — разоружение Хезболлы и достижение подлинного мирного соглашения. Они проходят прямо сейчас и будут продолжаться в течение ближайших нескольких дней в Вашингтоне. Серьезный ущерб, фактически нанесенный Хезболле, создал новую реальность в Ливане. И это открыло окно возможностей для потенциального исторического соглашения. Как ясно дал понять премьер-министр, война Израиля ведется не с Ливаном как государством. Она ведется с Хезболлой, которая терроризирует Ливан и стремится к нашему уничтожению. Мы хотим соглашения с Ливаном. Мы считаем, что нет причин, по которым продвижение соглашения с Ливаном было бы невозможно. Единственным препятствием является террористическая организация Хезболла. Поэтому мы считаем, что она должна быть разоружена и ликвидирована. И каким бы образом это ни произошло, очевидно, Израиль будет это поддерживать, будь то посредством дипломатии или военной силы. На полигоне в Литовском Побраде прошли учения с участием немецких военных. За маневрами наблюдал министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что европейским странам необходимо готовиться к возможному снижению вовлеченности США в вопросы безопасности Европы. Американцы заявили, что в будущем больше не намерены рассматривать некоторые из возможностей, которые они ранее обязались предоставлять НАТО как гарантированно доступные. Однако это не означает, во-первых, что что-то конкретное будет выведено, а во-вторых, что эти возможности не будут предоставлены для коллективной обороны территории Альянса в случае чрезвычайной ситуации в рамках статьи 5. Это первый момент. Второй момент заключается в следующем. Уже 3 года я говорю, что мы должны готовиться к тому, что независимо от того, какая администрация находится у власти, Соединенные Штаты будут сокращать свое участие в Европе, чтобы иметь возможность уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Многие европейцы не хотели этого признавать, но теперь очевидно, что такая перспектива стала вполне реальной возможностью. Мы сделаем все необходимое, чтобы вместе работать над безопасностью этого региона и всей Европы. Вместе с Германией, вместе с Украиной, вместе со всеми странами НАТО. Спасибо, дорогой Борис. Большое спасибо. Польско-украинский спор вокруг исторической памяти получает новые политические последствия. В канцелярии избранного президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что его не пригласили на конференцию, посвященную восстановлению Украины, которая должна пройти в конце недели в Гданьске. Там связали это решение с его позицией по вопросам Волынской трагедии и деятельности ОУН и УПА. Дополнительный резонанс вызвало решение вице-спикера Польского Сената Михаила Каминского вернуть Украине 2 государственные награды. Сам политик объяснил этот шаг разногласиями в оценке исторических событий. На фоне этих заявлений Кароль Навроцкий подчеркнул, что разногласия между Варшавой и Киевом касаются не текущей политики, а вопросов исторической памяти. Уважаемая госпожа редактор, уважаемые дамы и господа. Этот спор не касается внутренней политики Польши. Все польские патриоты понимают, сколько преступлений украинские националисты совершили на польской земле и насколько трагичными были те события. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше не принимают красно-черный бандеровский флаг. Я не могу представить ситуацию, в которой польские патриоты, а особенно президент Польши и польское правительство, не были бы едины в этом вопросе. Уважаемый Владимир, господин президент, этот спор вообще не затрагивает внутренние вопросы Польши. Здесь нет разногласий, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла украинские националисты причинили Польше, польским женщинам, мужчинам и детям. Президент Зеленский ошибается. Напомним, новый виток напряженности начался после решения Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В знак солидарности с украинским президентом несколько политиков, в том числе бывшие президенты и министры, заявили об отказе от полученных ранее польских государственных наград. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в понедельник, 22 июня, заявил, что его правительство инициирует отстранение президента страны от должности посредством внесения поправок в Конституцию, а также осенью начнет процесс масштабной конституционной реформы.
В своем выступлении в парламенте Мадьяр также сообщил о запуске широкого пакета экономических, политических и правовых мер по борьбе с коррупцией. Среди них создание Национального управления по защите и возврату активов. В рамках операции «Чистилище» мы инициируем прекращение полномочий президента. На следующий день после вступления в силу конституционной поправки срок полномочий президента завершится. Точка. Начиная с сентября мы запустим широкий процесс конституционной реформы с участием всего венгерского общества. Мы будем обсуждать наши общие вопросы, и по завершении этого процесса новая конституция будет вынесена на утверждение венгерского народа на референдуме. В Албании началась 4-я неделя непрерывных протестов против строительства масштабного курорта, связанного с зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером. Из экологической кампании демонстрации перерастают в крупнейший антиправительственный кризис. В воскресенье тысячи человек вновь вышли на улицы Тираны с требованиями отставки премьер-министра Эди Рамы и отмены. Участники акции скандировали «Революция» и «Рама, уходи». Несли плакаты «Албания не продается». А сегодня участники протеста попытались снести ограждение на строительной площадке и времянке строителей. Я была здесь в 2004 году. Тогда полиция сломала мне 2 ребра. Слава богу, сегодня полицию не привели. Почему? Потому что мы защищаем свою землю. Труд наших родителей, труд наших дедов и бабушек. Это большой позор. Их нужно посадить. Их нужно посадить. Они должны сидеть в тюрьме. Бериша, Рама. Они выталкивают нас в Грецию. Почему мы должны уезжать? Чтобы они богатели за счет труда народа, за счет труда наших родителей. А нам приходится становиться иммигрантами. Проект стоимостью до 5 миллиардов евро предусматривает строительство элитного курортного комплекса на острове Сазан и побережье рядом с охраняемыми природными территориями, где обитают фламинго, средиземноморские тюлени-монахи и морские черепахи. СМИ называют протесты революцией фламинго. Требования протестующих уже выходят далеко, за рамки одного проекта, и включают борьбу с коррупцией, пересмотр сделок с иностранными инвесторами и отставку правительства. Но премьер-министр Эди Рама отказывается отступать. Он утверждает, что проект даст инвестиции, рабочие места и поможет развитию страны, а критика связана скорее с фамилией Трампа и политическими мотивами, чем с экологией. Тем временем Европарламент потребовал дополнительной проверки проекта, а албанская антикоррупционная прокуратура изучает обстоятельства выделения земли под строительство. Европу накрыла мощная волна жары. Температуры значительно превышают климатическую норму для конца июня сразу в нескольких странах. В Испании столбики термометров поднялись выше 40 градусов. В Мадриде на некоторых уличных табло фиксировали до 45 градусов жары. В Севилье жители и туристы искали тень возле исторических достопримечательностей, а городские службы принимали дополнительные меры для защиты людей и животных от перегрева. Из-за экстремальных температур власти Мадрида вновь открыли специальные климатические убежища для бездомных. Там можно укрыться от жары, получить воду, питание и отдохнуть в кондиционируемых помещениях. Жаркая погода сохраняется и в других странах Европы. В Италии температура в Риме достигла 36 градусов. Туристы спасаются от солнца под зонтами, используют защитную одежду и охлаждаются у фонтанов. Власти ряда итальянских городов объявили повышенный уровень погодной опасности. Во Франции жара привела к введению красного уровня метеопредупреждения сразу в десятках департаментов. В Париже температура приблизилась к 40 градусам, часть школ изменила график работы, а городские парки оставили открытыми круглосуточно. Высокие температуры фиксируются также в Германии, Бельгии и Великобритании. В Лондоне синоптики предупреждают о возможном обновлении июньских температурных рекордов уже в ближайшие дни. По данным климатических наблюдений, Европа сейчас является регионом мира с наиболее значительным отклонением температуры от многолетней нормы. Метеорологи связывают ситуацию с мощным притоком горячего воздуха из Северной Африки и формированием так называемого теплового купола, который удерживает жару над континентом.